Привет, у нас тут срочное включение. Наконец-то появилась информация о первом глобальном DLC для Stalker 2. Информация не совсем официальная от разработчиков, но добытая путем датамайнинга после выхода патча 1.4, так что ей вполне можно верить. Итого, на данный момент нам уже известны названия, действующие лица и даже локации, на которых все это будет происходить. И знаете, вы будете приятно удивлены. Но перед этим реклама. Ну подпишитесь уже на телегу, так вы будете получать информацию гораздо быстрее. А теперь возвращаемся к теме ролика. Начнем, пожалуй, с названия. Конечно, для многих наименование дополнения это вовсе не секрет, ведь информация гуляет по сети уже 2 года. Но оказывается, несмотря на все утечки, ГСК не собирается переименовывать DLC. Так, с одним из патчей, а именно версии 1.3.2, обновилась карта для разработчиков. Там почти все надписи на английском, но вот пометки про DLC на русском, причем названия целиком соответствуют старым утечкам. Итак, не будем тянуть кота Баюна за хвост и... Первое глобальное дополнение будет называться «Тайна Лиманска». Ну вы это и из превью ролика могли понять. А вот почему я решил, что именно это DLC будет первым, я расскажу чуть позже. Сейчас предлагаю перейти к обсуждению действующих лиц дополнения, сюжет которого, похоже, будет крутиться вокруг противостояния Долга и Свободы. Со стороны анархистов упоминается Миклух, Болги и Мавка, это ведущие арены, если вдруг кто забыл. А со стороны Долга, Зулус, надеюсь, на этот раз мы его не только услышим, но и увидим, и, конечно же, генерал Воронин. На данный момент известно, что дополнение будет состоять из 11 основных квестов и 9 побочных. Теперь быстренько пробежимся по локациям, на которых будут происходить события этого DLC. Скадовск, Росток, Нейчас, лаборатории X16 и X18, Лиманск, Железный лес, а финал дополнения будет вообще происходить на ЧС, прямиком в реакторе, то есть в саркофаге, и возможно в еще одной абсолютно новой лаборатории, но об этом уже в спойлерной части видео. Предполагаю, что лабораторию X16 вернут полностью, а для X18 добавят нижние этажи, ведь в билде все это было. Железный лес и ЧС у нас как бы уже есть в игре, но находятся они на довольно слабо проработанном уровне. Думаю, что Железный лес будет представлять из себя условный коридор, без возможности полноценно исследовать локацию. Да и по территории вокруг станции нам вряд ли дадут погулять, ведь в файлах игры упоминается некий монорельс, и как раз в сюжетной миссии с ЧС. Возможно, мы просто прокатимся под землей от Железного леса до саркофага. А теперь переходим к самой вкусной части видео. Сразу предупреждаю, что сейчас будет немало спойлеров, так что со всей информацией ознакомливайтесь на свой страх и риск. В этот тайный загадочный город мы попадем примерно в середине сюжета дополнения. По какой именно причине и каким образом мы там окажемся, на данный момент неизвестно. Но что точно могу сказать, так это то, что главным героем по-прежнему будет являться Скиф. Так что события DLC, по всей видимости, должны происходить до посещения точки невозврата, а не после финала игры. Кстати, небольшие намеки на Лиманск можно найти в игре прямо сейчас. Если прийти на окраину Рыжего леса, то мы обнаружим труп Искровца с очень интересной перепиской. Оказывается, из Лиманска последнее время идет странный сигнал. Возможно, именно на поиски этого сигнала Скифы отправятся. А теперь переходим к поистине спойлерной части видео. Все же мы знаем, что в Зове Припяти можно найти отряд долговцев, которые застряли в пространственном пузыре. Чтобы освежить память, предлагаю напомнить, как это было. Найти выход. Просим помощи. Припасы почти... Куда ни пойди, каждый раз возвращаешься на одно и то же место. Туман этот чертов, привыкнуть невозможно. Чепурной исчез и с концами. Странно. Может, нашел выход. 6-й день, вода вышла вся. А полковник свихнулся. 2 расстрелял и себе пулю в лоб. Я теперь один. Один внутри этой долбанной аномалии. И дернуло же меня устроить обрыв связи
капитан Таченко уже мертвый давно. А генерал Долго Таченко сейчас уйдет. Скоро. В верхнюю тундру, мать ее. В места, богатые дичью. Такая вот справедливость. Вспомнили? А теперь забудьте, ведь Stalker 2 эту историю перепишут, и в Лиманске мы как раз и будем находить записки и ПДА, оставленные этим отрядом, чтобы узнать, что там произошло на самом деле. Текста там весьма немало, поэтому я расскажу кратко, а вот для тех, кто хочет конкретно почитать, сделаю пост в телеге. Пока это все доступно лишь в виде обычного текстового файла, но Volucris, это модер, который восстанавливает вырезанный из билда контент, уже смог добавить нормальные записки в игру, так что сможете их прочитать в более привычном виде. Сейчас немного отвлечемся от Лиманска и выясним, вокруг чего же будет завязан сюжет всего DLC, а все будет крутиться вокруг долга, свободы и внимания пси-эмбрионов, которые были показаны в самом первом трейлере Stalker 2, примерно 5 лет назад. Думаю, дизайн может вполне измениться. Предполагаю, что один из них даже может стать неким боссом, ведь подобное планировали еще для основного сюжета. Так, придя в лабораторию X3, это которая под кордоном Скиф обнаружил бы чудом выжившего пси-эмбриона и должен был его победить. В диздоках даже указано, что такой вот мутант мог аккумулировать, обрабатывать, контролировать и проецировать пси-энергию, а также то, что из таких вот зародышей в будущем научились создавать пси-собак, бюреров, полтергейстов и контролеров. Возвращаемся к отряду Таченко. Из записок выясняется, что когда будущий генерал впервые прибыл в зону, а тогда, я напомню, он был лишь обычным военным, то оказался в лаборатории X-19. Она находится где-то под ЧС, если опираться на сливы 2023 года. Внутри лаборатории находились эти самые эмбрионы. Абсолютное оружие, как говорит Таченко. Контроль над разумом, над волей, над самой человечностью. Похоже, что военных отправили туда уничтожить данных мутантов, но Таченко захотел сохранить один из образцов, чтобы в будущем выторговать себе эвакуацию из зоны, как вдруг увидел, что Чехов, а это, я вам напомню, лидер свободы во времена чистого неба, сам крадет одного из эмбрионов. Таченко попытался его остановить, но не смог. Потом произошел мощный выброс, и лаборатория X-19 навсегда осталась запечатана аномалиями со всеми оставшимися там эмбрионами. То есть, понимаете, раньше у нас только долг был основан из бывших военных, а теперь выясняется, что и свобода тоже. Да и причем Чехов и Таченко служили вместе. Так вот откуда на самом деле пошел конфликт между группировками. Все эти годы Таченко боялся, что Чехов применит этот эмбрион, и тогда генерал уже не будет знать, где его мысли, а где нет. Каким-то образом Долг выяснил, где именно находится украденный образец – в Лиманске. Но так как город является пространственной аномалией, что интересно, во времена чистого неба он таковым не являлся, то организовали операцию «Колыбель». Инструктаж был следующим. Имея особый артефакт призма, я так полагаю, это какой-то аналог компаса, небольшой отряд пробирается внутрь пространственной аномалии. Носитель призмы идет первым, остальные вслед за ним. Отклонение даже на шаг запрещено. После входа в аномалию связь будет работать только в одну сторону. Пузырь блокирует сигнал извне. К объекту без приказа не приближаться. Уже после того, как отряд оказался в Лиманске, генерал предположил, что эмбрион может находиться в ней радиоволна. Но так как город постоянно перестраивается и единственным стабильным местом остается площадь с фонтаном, то отряду пришлось потратить целых 5 дней, чтобы добраться до эмбриона. Уже после того, как образец был найден на верхних этажах НИИ, подключенным к какой-то непонятной установке, Таченко приказал никому не приближаться к объекту, кроме него, а сам подошел к эмбриону и просто смотрел на него. Целых 6 часов. Конечно же, бойцы заметили, что все идет не так, как планировалось. Полковник Осмач захотел отключить эмбрион от установки в надежде, что это поможет им выбраться из города, но о его планах прознал лейтенант Буйчук и рассказал все генералу. Поэтому, когда Космач подошел к эмбриону, то Таченко его хладнокровно застрелил, как какую-то мишень, а не своего боевого товарища. После данного инцидента Чепурной решил сбежать и попытаться найти выход самостоятельно, ведь даже на улицах Лиманска безопаснее, чем рядом с Таченко. Прошло уже больше недели с того момента, как отряд нашел эмбрион, хотя из отряда уже ничего не осталось.
Космач ликвидирован, Чепурной сбежал, а Захарчук исчез в подземельях. К сожалению, не написано, что именно с ним произошло. Осталось лишь двое: Бунчук, который предал Космача, и Таченко, который, похоже, уже полностью перешел под влияние эмбриона. Трое суток без сна, говорит с пустотой, называет себя последним рубежом и твердит, что только он готов защитить нас от всех. Но от кого? Зачем? Бунчук больше не мог находиться рядом с генералом. Это был уже не тот человек, которого он знал. Впервые за всю службу, нарушив приказ, лейтенант следует примеру Чепурнова и тоже уходит на поиски выхода. Генерал остается один, но постоянно видит призрак Космача. Хотя Таченко не верит, что это просто призрак. Уж слишком все реально. На самом деле, после того, как Чепурной сбежал, основатель долга уже отправил ложный рапорт о том, что весь личный состав погиб, а сам Таченко покончил с собой. Пусть там все думают, что это аномалия свела их с ума, и в Лиманске больше нечего искать. Из записей Таченко мы также узнаем, что он почти с самого начала знал, что пути назад не будет, что парни ему верили, а он просто ими воспользовался. Но это было необходимо ради высшей цели, чтобы никто не мог воспользоваться эмбрионом. В конечном итоге генерал и правда решил покончить с собой. На этом, пожалуй, вся известная информация о DLC заканчивается. Единственное, что я могу предположить, что в финале мы отправимся в лабораторию X-19, чтобы взорвать там все оставшиеся эмбрионы. Скорее всего, именно ее и показывали в далеком 2020 году. Правда, тогда это был лишь пререндер, и она может выглядеть абсолютно по-другому. И еще, если судить по нодам, то мы сможем не только выбрать сторону долга или свободы, но и полностью помирить эти группировки. А так, сюжет и хотя бы примерная дата выхода нам пока неизвестны. Но это еще не все, сейчас вас ждет небольшой бонус. В файлах игры появились еще некоторые новые записи, но к DLC они вроде как не относятся. Итак, по порядку, в игре появятся два новых оружия. Это винтовка Мосина и Кольт 911. Их описание уже есть в файлах игры. К тому же в скором времени завезут приборы ночного видения, и у нас даже имеются реплики торговцев. Например, Борода скажет: «Народ, напоминаю, поставка приборов ночного видения раз в месяц. Кому очень нужно, разбирайте пока есть». Скорее всего, это будет какое-то объявление по радио. Ну и самое главное, наконец-то, в игре можно будет лутать мутантов. Продавать части тел можно будет всем торговцам, как и брать квесты на поиски конкретных трофеев, список которых уже есть в моей телеге. Но будет и один уникальный торговец. И он окажется не на ростке, как многие могут подумать. Избушка охотника будет находиться на Затоне, чуть севернее Султанска. А самого охотника мы все давно знаем. Это Гонта. На этом видео подходит к концу. Пишите, что вы думаете о переписанной истории Отряда Долга и какую локацию больше всего ждете в игре. Всем удачи и пока!